Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Близнецы на канале Таро Инспирациона. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Ваша судьба со дня на день. Какие события скоро, возможно, буквально ворвутся в вашу жизнь? Что идет на ваш порог? Давайте с вами узнаем. Ну и, конечно, начнем мы с карт пасьянса, которые не только расскажут, но и покажут, какие события в ближайшее время вас ожидают. И планета Плутон совсем недавно словно притормозил, ушел в ретроградное движение. И значит, это продлится до середины октября. Нам предстоит или вернет нас где-то Плутон к пересмотру наших убеждений. Потому что в жизни каждого из нас, в той или иной сфере жизни сейчас происходит трансформация. Но это та глубинная трансформация, которую мы называем переоценка ценностей. Что-то более важное, чем внешние какие-то события. Да, это будет увязываться с тем, где мы проживаем или какие планы мы строим. Но мы сами как будто меняемся, потому что то, что было вчера еще важно, уже мы сегодня, как минимум, перекладываем на какой-то пересмотр или альтернативный вариант. Разные мысли. Вот смотрите, цепи. Цепи – это сердечная тяжесть. То есть, что это? Это не есть что-то, опять же, материальное. А вот, наверное, это как по Плутону. Есть какие-то мысли, которые вы обдумываете. Тем не менее. А вот посмотрите, победа у вас идет, мои дорогие близнецы. Победа в каком-то деле, в решении вопроса. Что-то у вас получится осуществить, согласовать, встретиться, может быть, да? Разного рода победы. Может быть, с кем-то, как важным человеком, переговорить на какую-то волнующую тему, интересующий вас вопрос. Смотрим, что еще нам расскажут карты. В ближайшее время мы не забегаем далеко, а именно какие-то ближайшие события, как открыли вы это видео, в течение мая. И в нашем раскладе мы можем соединять карты, которые по горизонтали, вертикали в крайних рядах. И у вас выпадает, посмотрите, замечательное, очень доброе значение. Это добрые перемены, мои дорогие часы. Добрые перемены идут на ваш порог. Более того, любовь, роза, любовь, счастье, взаимопонимание, взаимоподдержка. Но, может быть, не все еще пока решено в ближайшие дни. Есть то, что вы обдумываете. Может быть, обдумываете, решиться, не решиться. Разобраться в какой-то теме. Да, вот смотрите, что-то быстро не происходит, вот поэтому и цепи. Вот эта древка, листва, называется ожидание. И я так думаю, планов много у близнецов. Часть будет одержана победа над тем, что вы задумали. Но есть еще и то, что пока вот в рамки ближайших дней не укладывается. Может быть, и какие-то вопросы, согласования, документы. Такое тоже предполагаю. Итак, смотрим, что мы можем еще с вами соединить. Откровенно говоря, вот так смотрю, пробегаюсь взглядом. Я не вижу больше совпадений. Нет, вижу. Вот, наверное, может быть, вам предстоит решать, да, как вот цепи, мы говорим, какой-то сложный процесс обдумывания. Может быть, это где-то на уровне и вашей решимости, и решений, который будет граничить с документами. Принятие, может быть, ответственности на себя. Или подписание важной бумаги, тоже где-то мера ответственности. Значит, принятие или отказ от какого-то дела, может быть, вас самих. Потому что тут вы сами что-то обдумываете. Хотя я допускаю, ведь у кого-то этот вопрос может быть связан, к примеру, с недвижимостью. Или когда пусть даже через взаимоотношения, а может быть, это и работа, да, контракт, мы говорим. Рабочий контракт или брачный контракт. Тут, наверное, у каждого как-то будет по-своему. Но явно документы, важные бумаги фигурируют. Конечно, иногда это просто как письмо может быть. Но вот здесь сургучная печать стоит на конверте. И я тут больше вижу какой-то деловой момент. То, что вам, возможно, придется согласовывать. Но вообще добрые перемены, любовь, победа, мои дорогие. Ну, может быть, за один день или за неделю все не происходит, поэтому будьте мудрее. Тут, кстати, смотрите, может быть, как.
У вас еще совпадает молния, молниеносное известие, правда? Видимо, новостная палитра, она будет самая разная. Есть и то, что сами по себе какие-то новости, возможно, это вы услышите. И это вас подвигнет на какие-то, ну, юридические, может быть, решения, согласования, подписания, ну и так далее. Но есть та тема, когда, возможно, и встретиться, может быть, нужно. Может быть, эта встреча какая-то даже с чиновником так вот быстро не происходит. Это что-то программируемо. Но еще пока какое-то время должно пройти. Но вот как получится, какой-то исход дела. Вот я больше вижу, что именно по каким-то задержкам у вас, ну, может быть, тревога. Вот я такого не исключаю. Но вот не вижу больше уже совпадений. Поэтому пойдем с вами дальше. Стоп. Теперь вижу. У вас совпала еще маска. Маска всегда это тот человек, который о себе не говорит много. Это тот, который в тени. Это тот, который, наоборот, даже может говорить что-то одно, а думать противоположное. Поэтому здесь может быть, знаете, как ненужные советы посторонних. Здесь может быть тот человек, который... Ведь у вас какие-то вопросы решаются. Ну, может быть, тот, который хочет выглядеть, желает выглядеть как друг или доброжелатель, а на самом деле таким не является. Я не исключаю, что и вам, мои дорогие близнецы, в некоторых ситуациях, может, и придется словно эту маску примерять. Ведь где-то карта тоже нам дает совет, потому что не все однозначно. Раз такие персонажи есть, ну, так стало быть, и мы себя не должны как-то выдать. Вот обдумайте, это такой тонкий вопрос. А мы идем дальше. Итак, что скрывает ваше будущее? Какие тайны? И мы достанем такую карту. Что изменит ваши планы? Тут что-то интересное. Какая-то конфигурация у вас намечается. Что вас будет радовать, мои дорогие? В чем ваша сила? Что вам, может быть, буквально будет помогать? Ну и что же там будет продолжаться на более продолжительный срок? К чему приготовиться? И спросим, что ждет вас в ближайшие дни в личной жизни, со дня на день? Что случится? Что произойдет? Какие события произойдут? Сфера финансов тоже. Что ждет близнецов со дня на день? Ну и сфера достижений, документы, контакты, контракты, ваши планы. Тоже что ждет. Итак, давайте узнавать, что же там скрывает будущее, какие тайны, что изменит ваши планы. Девятка жезлов. Тут решиться на что-то нужно. Тут нужно решиться на какой-то первый шаг. Как будто нужно свою жизнь видоизменить. Это не просто слова, потому что по этой карте, с одной стороны, мы как накопили уже достаточно сил. С другой стороны, это мы уже, как до этого периода, были в какой-то серой зоне, когда мы, может быть, и вынуждены были себя сохранять и не очень активничать, я такое допускаю. Когда обстановка была непонятная, значит, что-то стремится к развязке, может быть, конкретно. Получение какой-то новости для вас будет означать, что вы уже готовы к действиям. Вот какие-то действия вам придется все-таки, да, даже если вы в планы это ваши не входило, или вы даже не думали, тут что-то альтернативное. Тут нам нужно именно делать как первый шаг. Причем это совершенно что-то новое, противоположное, отличное от того, зато какой результат, смотрите. Здесь, возможно, по деньгам какие-то важные решения вам предстоят. Мы можем увязать или свести к финансам, да все что угодно, даже, например, недвижимость, да, или какие-то вопросы работы. Вот, скорее всего, вам и две девятки, которые говорят, что вы можете получить деньги. Возможно, это какая-то сделка у кого-то, да, у кого кто-то бизнесом занимается. Или, может быть, это новый вид работы, вашей деятельности. Здесь вот нужно чего-то не упустить. Более того, это еще придется как сохранять, потому что две девятки говорят, что перемены на пороге, что изменит ваши планы. Точно. Вот вам как будто между двумя вот этими девятками, обратите внимание. Двойка пентаклей, жонглер. Причем тут такой шикарный баланс у него получается. Мало что жонглирует пентаклями, так еще и на качелях стоит. Самому бы не свалиться, да пентакли не упустить. Вот что-то такое, я, конечно, иносказательное, да, но вы явно будете раздумывать. Еду, не еду, соглашаюсь, отказываюсь.
Или, может быть, как сказать «да» или сказать «нет». Э, Взять на себя какую-то ответственность или подписать какую-то бумагу, документ или нет. А что это такое? Хотя, судя по картам, девятка кубков – это больше карта, когда финансовый достаток. Иногда я называю эту карту картой эгоиста, когда у нас именно финансовый вопрос решается. Но почему эгоизм? Потому что у нас, вы можете такое чувство испытывать, когда, да у меня, в принципе, сейчас все хорошо, мне никто не нужен. Вот у меня сейчас как раз какой-то баланс. Вот баланс вы точно можете установить. И ведь это тоже может изменить планы. А зачем действовать? Лучше я еще подожду. У кого-то так, наоборот, проиграется. Карта нам говорит, что действовать придется, но как будто, ретро-Плутон. Мы говорим обратное движение. И по этой карте, как будто, может быть, кстати, я такого не исключаю. У вас выпадала маска, да? Силы не равны. Это колода ведьмочек, и понимает ведьмочка, да, что вот 6 как будто жезлов или 6 волшебных палочек. Силы не равны, у нее только одна. И она понимает, в целях самосохранения нужно как полшага отступить назад или продумать какой-то альтернативный вариант. Поэтому я должна сказать, вы явно будете вот этот запасной аэродром точно искать. Может быть, это как те какие-то люди, которые пытаются воздействовать на вас, чтобы вы от чего-то отказались. Точно. Здесь может быть очень важное решение, которое вот именно вам и придется принимать. Вам самим. И оно может граничить с мерой ответственности. И вроде бы как и не хочется, а вроде бы как и есть какая-то возможность. А советчиков может быть очень много. Может быть, для кого-то из вас будет решаться тема, именно напрямую связана с поездкой, с переездом. Или вас, или какого-то человека к вам выпадает королева кубков. У кого-то это будет связано с семьей, взаимоотношениями. Но я все-таки не исключаю. Значит, так или иначе, семья, взаимоотношения, или сама по себе работа, пусть даже в основе лежит чувство какое-то, да, чувство, когда работа должна нравиться, или чувство любви, если мы о личной жизни. Но все равно все сводится к некоторым вопросам материальным, документальным, или организации своей жизни собственной, в каком-то новом формате, в новом ключе. Вот как-то так. Ладно, давайте узнаем, а что вас будет радовать? В чем ваша сила? А вот вас будет радовать, когда вы какую-то неразбериху из своей жизни устраните. Вот конкретно карта Колет барон Рид называет десятку мечей изящное завершение. Вот вы что-то изящно завершите. Здесь не топтаться нужно на месте. Здесь все-таки все карты нам говорят о том, что наступает пора выводы делать какие-то очень важные в вашей жизни, что вас будет радовать. У вас тогда будут какие-то новые перспективы. Для кого-то новые перспективы по работе, правда, или новые способы заработка, я должна сказать, королева жезлов. Может быть, тут и есть конкретная персона, у кого-то это будет девушка, женщина, у кого-то это будет, может быть, и мужчина, все-таки к полу карты мы не привязываемся. Может быть, это тот человек, который достаточно ресурсный, с которым, либо он сам, как будто сам себя создал, или он обладает тем, чем вы не обладаете, и вам захочется тоже где-то научиться или обучиться чему-то. Может быть, это у кого-то курсы, потому что, причем это может быть как новый этап обучения или новый этап, когда вы примеряете на себя. К примеру, чем бы вы хотели заниматься, осваиваете, может быть, а это очень у вас, знаете, как идет со знаком плюс. Освоение интернет-технологий, новых цифровых систем. Уран в близнецах в вашем знаке зодиака. Вот здесь все, что связано с искусственным интеллектом, все, что связано с виртуальной реальностью, все, что связано, может быть, и с кибербезопасностью, у кого-то и так может быть. Вот вас это может привлекать, вас это может радовать. Это, как знаете, область неизведанного. И кто-то ведь всерьез задумается, может быть, несмотря на какие-то свои достижения, дипломы, а дай-ка я попробую. И это будет какая-то траектория, вот как марафонский забег иногда проходит по рыцарю Пентаклей на долгие годы. Вот самое главное,
какую-то паузу, ожидание не уйти. Правда, тут будет выбор между действиями или я еще подожду. Ну вот, наверное, карта нам будет говорить, что если ты сейчас свое внимание как будто переключишь на именно какие-то более оптимистические такие ноты или переключишь внимание на то, что тебе нравится именно, тебе хочется это изучать, продолжать, тебя это буквально, может быть, и вытянет из депрессии. Ну, мы все разные, хотя нам карты ни одна не сказала, но, может быть, у кого-то из вас сейчас эмоционально очень сложный период. Поэтому действительно ни шагу назад, только вперед. Ладно, давайте мы с вами узнаем, а что же будет продолжаться, к чему приготовиться, паш мечей. Приготовьтесь, что скоро вы узнаете какую-то новость. Может быть, для кого-то из вас, для людей семейных или иногда вот это дети, да? Может быть, и взрослые дети. Хотя по пажу мечей, ведь пажи– ученики. Поэтому где-то все то, что я сказала, да, это правда будет связано у кого-то с работой, с деньгами, опять же. Денежная карта– одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, какой-то новый проект. Вот тут вы по работе определяетесь, вот это я тоже вижу. Ну, или как просчитываете свой доход. Или, может быть, куда, с учетом урана в вашем знаке, куда вы вложите ваши средства? Может быть, какие-то инвестиции? У каждого тут будет по-своему. Это карта рутины, тем не менее. Но в этой рутине это, по сути дела, настойчивость, это какие-то инструкции. Или особенно с рыцарем Пентаклей это именно обучение. Доскональное, как будто изучение какого-то вопроса, прежде чем мы примем какое-то очень важное решение. Вот у кого-то именно так совпадет. Тогда в последующем, даже вот, кстати, мои дорогие близнецы, если вы приступаете как освоению каких-то новых навыков, скиллов, да, вы приобретаете, может быть, у кого-то как сама по себе профессия, то тогда в последующем вам это принесет очень хороший доход. Есть смысл подумать, даже если это, ну, как дополнительный источник дохода или пассивный источник дохода. У каждого по-своему. Ладно, что ждет со дня на день близнецов в личной жизни. Еще один паж. Но тоже, когда пажи, это всегда такое своеобразное начало-начало. Может быть, для кого-то из вас это будет... Собирались ехать в одно место, а поедете в другое. Все-таки нам здесь карта показана. И указатель, куда я как будто иду. Вы с чем-то определяетесь. Возможно, это у кого-то правда. Тема детская, я все же не исключаю. Но тут я больше вижу, это новый жизненный этап для вас. Точно. Мои дорогие девочки, тут для вас что-то может быть такое интересное. Карта императрицы, безусловно, это будет характеризовать вас. С одной стороны, это внимание, может быть, даже для тех, кто один, да, или одна, мы будем говорить. Для мужчин это может быть важная женщина в вашей жизни, а для вас, мои дорогие девочки, это вы в центре внимания, может быть, у кого-то с учетом пажа Пентаклей те отношения, которые, ну, недавно состоялись. Недавно вы познакомились. Для людей семейных очень добрые карты, правда. Значит, тут какие-то внутрисемейные, может быть, темы, которые связаны с вашей семьей, с вашими детьми, может быть, и родственниками. Приходом каких-то, может быть, известий. Выпадает королева мечей. Может быть, вообще это так, если мы в целом говорим, да, королева мечей, это можете быть вы сами. Потому что персональная карта, которая как раз олицетворяет, ну, мечи мы говорим, это интеллект, ну, или знаки зодиака стихии воздуха. Возможно, и ваш избранник тоже где-то принадлежит к стихии воздуха, да, неважно, по полу, опять же, карту мы не рассматриваем. Но здесь ведь эта карта подразумевает, что мы можем от чего-то отказаться. Или, может быть, это ситуация, которая тоже касается хоть и на личную жизнь, но тогда многозадачность какая-то у вас может быть. И как и по работе нужно решить, может быть, и по документам, и финансам, но еще и как-то личная жизнь. То есть и много людей, кстати, может быть. Может быть и так, что вы будете пересматривать свое окружение. А здесь у вас маска, королева мечей, прообраз Юдифи, повторяюсь, она может именно кого-то вычеркивать, как из собственной жизни, расчищая те
свои перспективы. И, может быть, где-то это коснется окружения, потому что смысла уже что-то, может быть, нет, или вам уже что-то надоело. Вполне вероятно, это будет зависеть у кого-то от новости. Ваши действия, вот такое тоже не исключаю. Но, может быть, вы и сталкиваетесь с какой-то либо новостью, либо с человеком, когда вы понимаете или вам даже хочется. Ну да, может хотеться с кем-то не общаться. Вот этого я не исключаю. И не важно, что у нас королева мечей именно выпала. Это может быть кто угодно. А для кого-то из вас, вот как ни странно, а ведь и правда ближайшее окружение, какие-то вредные советы могут давать, даже, может быть, и родственники. Может быть, даже с лучшими какими-то побуждениями. Но одно дело, как они видят вашу жизнь. Но самое главное – вот не допустить какую-то ошибку. Вам придется, правда, что-то согласовывать. Возможно, самого себя или саму себя как примерять к чему-то, адаптироваться к чему-то. Я этого не исключаю. Вполне вероятно, не всем вы довольны. Что-то может, ну или, или если не тревожит, то не нравится. Что-то может близнецам. Это точно. А что это такое? Смотрите, еще один паж. Вы словно оказываетесь или можете оказаться в какой-то новой ситуации, точно, и в каком-то, может быть, в новой общности людей. Или вам придется как учитывать, может быть, мнение какого-то человека, и внутри все противится. Нет, вот я не хочу, я с этим не согласен. Или я с этим не согласна, какая-то белиберда. А тем не менее нам карты говорят, туз пентаклей. Это ваш шанс. Вот и правда какие-то параллели вам придется проводить. И ведь перед вами открываются возможности. А может быть, какое-то количество, да? Может быть и так. Какая-то запутанная история должна тоже завершиться. И вами, может быть, должно принято окончательное решение, когда уже не количество, а качество. Но у кого-то может совпадать действительно и дела семейные, может быть, и вопросы дома, но и вопросы финансов, общий бюджет. Вот так я тоже допускаю. Ну и что же тут про финансы? По семерке пентаклей нам говорят о том, что как бы деньги могут задерживаться. Это так, в принципе. Ну, может быть, не в ближайшие дни буквально приходит к вам какой-то доход, а чуть позже. С другой стороны, эта карта очень хорошо символизирует, к примеру, когда вот наша ведьмочка пришла, эта колода ведьмочек, в сад, хотела собрать урожай. Посмотрела и думает, нет, рановато, зеленовато еще пока, пусть растет. Как будто нужно еще ухаживать за каким-то проектом. И вот все то, что я говорила по части, кстати, новых проектов, да, то, что развивается, то, что как бы по возрастающей пока идет. Иногда трактуют эту карту, когда деньги в рост. Может быть, у кого-то и совпадет. Но я так никогда не трактую, потому что здесь все-таки есть и, знаете, как бесплодное ожидание. Вот такой момент, он присутствует. Вот, видимо, вы выбор будете делать, опять же, между тем, куда вложить деньги, как ими, может быть, распорядиться. Но вы очень прагматичны. Король Пентаклей, может быть, и есть конкретный человек, который, ну, как контакты. Иногда это работники банков, иногда это высокие чиновники. Может быть, по финансам вам какой-то документ, бумагу, отчет, ну, я не знаю, там нужно подготовить или, наоборот, подписать вот какой-то документ, да. Вы, и это одна сторона, но и другая сторона, которая подписывает тоже этот документ. И вы будете целесообразность тогда просчитывать. Но для кого-то из вас это действительно может быть начало, как новый заработок. И паж жезлов, ну вот последний жезл, который у нас выпадает, все пажи, значит, много информации, много каких-то событий. Вы ведь и правда выбираете, как на развилке, мои дорогие. И по финансам тоже. Как будто куда я пойду. Давайте откроем карту ваших достижений, важных контактов, встреч. Тройка мечей. Тройка мечей вас как будто нет уже в прошлом, мои дорогие. Но была какая-то минусовая ситуация, которая теперь завершается. Что это такое? Что ждет именно близнецов со дня на день? Умеренность. А вы знаете, вы тут будете что-то как уравновешивать. Или подводить к какому-то знаменателю, что-то завершать. Причем так. У вас
явно была какая-то преграда, помеха, что-то вы не могли осуществить. Может быть, это было связано с конкретным человеком. Может быть, это было связано с какими-то инстанциями. Я такого тоже не исключаю. Все же достижение это такое или дела, документы, общий вопрос. Вот сейчас как будто раньше были сожаления, страхи или какие-то сомнения, теперь этого нет. Сейчас вот той ситуации уже в принципе нет, и эмоционального такого фона нет. На смену каким-то разочарованием прежним здесь холодная голова приходит. Здоровое равнодушие, всегда говорю по этой карте. Когда мы, знаете, пытаемся отдышаться и словно приготовиться к следующему прыжку. Но именно прошлый опыт помогает нам, возможно, куда-то самим не торопиться. Что-то просчитать, аркан умеренность. И иногда этот аркан говорит о том, что да, тут нужно как будто подготовиться. Или нужно все продумать. Тут не должно быть, это факт. Вот смотрите, на дела, на достижения, на договоренности влияют разные люди, разные мнения. По пятерке жезлов будут в вашей жизни действительно такие люди. Ну, может быть, в ближайшие дни. Поэтому тут не очаровываться, чтобы не разочаровываться. Это те, которые утром пообещали, вечером про нас забыли. Или это те, которые вроде бы, да, что-то начинается хорошо, но по сути человек таков, что он в любой момент может раз и как будто исчез. Вот есть ненадежные люди, не случайно вам тут выпадает все же аркан маска, значение маска. А что это? Вот я больше вижу так. Для вас сейчас важны люди надежные. Для вас нужен какой-то баланс. Может быть, вот это количество каких-то предложений, каких-то ненужных советов. Вот тут будет громадье. Это приготовьтесь. И где-то карты говорят, ты тут не поддавайся. Да, информацию как будто нужно пересмотреть, прочитать, перелопатить как будто. Потому что даже в ворохе информации, может быть, вы буквально работаете с информацией, с большим объемом информации, с большим количеством людей. Кто-то принесет рациональное зерно. Или в чем-то, в каком-то нюансе толк вот тут, вот может быть, в этом информационном потоке и будет. Но большинство как будто того, что вы услышите, вообще к делу не будет относиться. И поэтому, если мы говорим, пятерка жезлов это что-то ненадежное, а нам говорят, сохраняй баланс. Не поддайся, может быть, на уговоры, не повтори какую-то ошибку. И двойка кубков, вот надежные люди для вас, это тема номер раз. Кстати, планетарно это тоже так же. Да и на финансы вам выпадает. Король Пентаклей – это те люди, которые прочно стоят на земле. И это, в принципе, может проиграться, конечно, как и в согласованиях. Люди, которые понимают, что такое мера ответственности. Но ведь точно так же это может проиграться у кого-то и в личной жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте публикации на моем сайте, а ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.